Всем привет, друзья! Вы на канале Power Device, и у меня для вас очередное полезное видео по смартфонам Xiaomi. На этот раз я хочу показать вам, как можно экономить батарею ваших смартфонов с помощью отключения вшитых в систему MIUI приложений. Причем я покажу вам, как отключать эти приложения без применения компьютера, программ ADB, доступа к root-правам и так далее. Если поискать подобную информацию в интернете, то там будет говориться, как удалить подобные программы, либо усыпить их с помощью подключения смартфона к ПК, либо с помощью программ ADB или root доступа. Но практически никто не говорит, как можно отключать подобные ненужные приложения без помощи сторонних серьезных программ. Сейчас я покажу вам 6 приложений в системе MIUI, которые стоит отключить. Мы полностью, так сказать, перекроем кислород данным приложениям, что они не смогут работать в нашей системе. Итак, друзья, на наших Xiaomi в системе MIUI мы сейчас будем выполнять определенные действия. Часть этих действий нам поможет выполнить программа, которую можно скачать в Play Market. Называется она Redmi System Manager. После того, как приложение установлено, открываем его. Если попросит какие-то разрешения, нужно их дать. Теперь нажимаем Remove Apps. Здесь появляются все приложения, которые установлены на нашем смартфоне. И вся суть, друзья, в том, что на Xiaomi есть такие приложения, например, как календарь, калькулятор, либо встроенные приложения от Google, карты и так далее. Так вот, если зайти в настройки этих приложений, то здесь даже не будет кнопки «Отключить» либо «Удалить» это приложение. И то же самое со многими приложениями от Google, например, карты. Его невозможно здесь отключить либо удалить. Сейчас внимательно, друзья, я вернулся в приложение Redmi System Launcher. Зайдем, например, в календарь. Здесь можно отключить это приложение. Просто нажимаем «Отключить». Хотя мое видео совсем не про это, я просто дополнительно вам это показываю. Также, например, зайдем в карты. К примеру, вы пользуетесь Яндекс.Картами и от Google вам не нужны карты. Нажимаем их «Отключить». Теперь идем на рабочий стол. Карты от Google пропали, так же как и наш календарь, который мы отключили. То же самое можно сделать и с другими подобными приложениями. Но вот вопрос, как же быть с системными приложениями? Смотрите, я нажимаю здесь еще «Показать системные процессы». Сразу обращаю ваше внимание, к сожалению, в этом меню нет поиска по названию приложений, но все приложения идут в алфавитном порядке. Нам для примера нужно найти приложение Analytics, ищем букву A. Вот оно. Открываем его. Как видите, на этом приложении нет кнопки «Отключить», она не активна. А ведь таких подобных приложений на Xiaomi хватает, и их нужно отключить. Например, данное приложение Analytics необходимо компании Xiaomi для анализа вашей работы со смартфоном. То есть, можно так выразиться, компания Xiaomi через это приложение слегка следит за вами. Конечно, через него отправляются какие-то совсем легкие данные о вашей системе, вашей конфиденциальности это не касается. Теперь давайте максимально заглушим и усыпим такие приложения. Первое, что нужно сделать, прямо в этом браузере заходим в разрешение. Для Analytics предоставлено два разрешения – местоположение и телефон. У вас может быть по-другому. Суть в том, что эти разрешения нужно отозвать. Я зашел в местоположение, нажимаю «Запретить». Шагаю назад, также захожу в телефон «Запретить». Теперь для этого приложения не предоставлено ни одного разрешения. Идем назад. Дальше нам нужно зайти в строку «Питание и производительность». Здесь обязательно включаем «Ограничено». Теперь на данном приложении будет ограничиваться расход заряда батареи. Двигаемся дальше по нашему меню. Находим вкладку «Изменения системных настроек». Снимаем эту галочку. По умолчанию для Analytics разрешено изменение системных настроек. Теперь мы его запретили. Теперь пока сворачиваем наш Redmi Manager, заходим в настройки, приложения. Все приложения, как я уже говорил, 3 точки, показать системные приложения. Находим Analytics. Заходим в наше приложение. Сетевые подключения. Здесь по умолчанию должно быть включено 2 галочки. Разрешение на мобильный интернет от 2 сим-карт.
Обязательно их снимаем. Окей. Теперь сверху всего прочего мы запретили этому приложению использовать интернет. Возвращаемся в наш Redmi Manager, и, друзья, таких приложений можно отключить 6 штук. Первое мы уже отключили. Пожалуйста, напишите в комментариях, знаете ли вы, какие приложения здесь еще можно отключить таким образом, либо другим. Итак, идем дальше, и, конечно, следующее приложение у нас MSA. Это будет аналог вот этого приложения, Analytics. Его также однозначно стоит отключить. Двигаюсь вниз, ищу букву M. Вот оно, приложение MSA. Захожу в него и делаю здесь все то же самое. Разрешения у меня уже отключены. Питание и производительность ставлю ограничено. Изменение системных настроек отключаю. Сворачиваю менеджер, иду в настройки, приложения, все приложения, нахожу MSA, сетевые подключения, снимаю галочки, ОК. Дальше в нашем Redmi System Manager я делаю шаг назад и поднимаюсь немного наверх. Нахожу приложение MIUI Daemon. Открываем его и проделываем все то же самое. И вот здесь в MIUI Daemon можно зайти в хранилище и кэш и нажать «Очистить кэш» и очистить хранилище. В предыдущих приложениях это невозможно сделать, по крайней мере на моей версии MIUI 13.5. Снова идем в основные настройки приложения, пишем MIUI Daemon. Ну и также деактивируем сетевые подключения. Мы усыпили приложение MIUI Daemon. Оно собирает статистику о работе вашего устройства. Теперь идем чуть ниже и все то же самое проделываем с MIUI Biometric. Это приложение часто висит в процессах и собирает все биометрические данные пользователя. За счет этого может вызывать повышенный расход аккумулятора. Здесь также можно очистить хранилище и кэш, ограничить питание и производительность. И, к слову говоря, вот в этой же вкладке «Питание и производительность» здесь ниже вы можете видеть, сколько это приложение потратило вашей зарядки с момента последнего полного заряда. У меня это 12%. Очень ощутимо для одного приложения. Дальше двигаемся по шагам, как и в предыдущих приложениях. Но вот в этом приложении MIUI Biometric, так же как и в MIUI Daemon, нет вкладки «Изменения системных настроек», поэтому ее мы не трогаем. Ну и еще, друзья, два бонусных приложения, которые абсолютно не нужны в нашей системе MIUI. Обязательно в Redmi Manager не забудьте нажать еще «Показать системные процессы». Находим приложение на букву M – Mi Pay Service. Это оно. Заходим в него. Его уже просто можно отключить, не прибегая к другим манипуляциям. Это приложение используется на Xiaomi только в китайских смартфонах. Нужно оно только в Китае, для оплаты, например, через WeChat. Теперь продвигаемся немного вниз и находим такое название Sotter Service. Это оно. Это такой же похожий компонент из предыдущего приложения, который используется в платежных китайских системах. Заходим в него. Отключить. Друзья, я повторюсь, пожалуйста, напишите в комментариях, какие из приложений вы еще знаете, какие из них можно усыпить. Мне будет это очень интересно. На этой ноте буду завершать обзор. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подпишитесь на канал. Желаю всем только качественных девайсов и правильных настроек. Пока-пока.